Мир тьмы погиб. Когда давно, в 2004 году, случился судный день, не только для сеттинга, но и эпохи. Для кого-то это была гиена, а для кого-то апокалипсис, а для кого-то, наконец, была раскрыта десятая сфера. Так или иначе, мир тьмы, готичный сеттинг, где игроки принимали роли чудовищ из городских мифов, погиб, завершив свою историю на громкой и довольно-таки эпичной ноте. Но большая часть состава писателей и дизайнеров дадут нам новый мир тьмы в этом же 2004 году. Уже не просто пересмотр, а ценный ремейк, который дал иной и более приземленный тон для уже знакомого нам готика-панка. Речь сегодня пойдет именно о нем. Так что давайте разберемся в терминологии. Всем привет, меня зовут Владимир, он же Смоук, он же Юный Король Терний. И сегодня я вам поведаю про и сеттинг, и систему нового мира тьмы, он же Хроники тьмы. Однако стоит определить некоторую путаницу, эту самую терминологию. В чем, собственно, разница между новым миром тьмы, старым миром тьмы и хрониками тьмы? Дело в том, что в связи с издательскими и юридическими подвижками названия сеттинга менялись. Новый мир тьмы, он вообще просто назывался World of Darkness, без каких-либо приставок. Приставку уже придумали фанаты. И какое-то время, до 2010 года, когда уже начали появляться 20-е юбилейные редакции, когда уже подумывали о какой-либо новой редакции нового мира тьмы, э, и когда компанию White Wolf приобрела Paradox Interactive, ее решили переименовать в Хроники тьмы, весь этот сеттинг и систему. И это, по сути, является таким разделением между редакциями. То есть, когда э, фанаты, любители, увлеченные Хрониками тьмы, говорят про новый мир тьмы, они имеют в виду первую редакцию. Когда же они имеют в виду вторую редакцию, они говорят Хроники тьмы. Но в целом этот сеттинг по привычке уже называют просто Хрониками тьмы. Так что, надеюсь, вы все не запутаетесь, и потому что можно. Когда я буду говорить про первую редакцию, я буду говорить просто первая редакция. Когда я буду говорить про сеттинг и систему в целом, я буду говорить Хроники тьмы. Что же, теперь определим, что такого нового в этом новом мире тьмы. На самом деле разница метная, и стоит ее обозначить через разницу тона и тем, которые раскрываются в обоих сеттингах. Немногие читали, по моему опыту, конкретный абзац в различных книгах Старого Мира Тьмы, который именует себя как готик-панк. По сути, это в каком-то смысле жанр, который сами White Wolf и в каком-то смысле придумали. По крайней мере, объединив те черты, которые присутствуют во всех линейках и книгах от их писательства. И что же такое готик-панк? Готик-панк — это высокие готичные здания, покрытые трещинами, глубокими тенями и граффити местной группировки. Вы трепете и в неком страхе перед этими колоссальными монументами власти и чего-то более высокого, возможно, даже божественного. Круг общества загадочное, мистичное, агрессивное по отношению к вам. Но вы, тем не менее, к нему тянетесь, потому что вы хотите не утонуть в этом мраке и тени этих зданий. Вы хотите быть хоть кем-то в этом обществе. И в какой-то момент вы становитесь бунтарем, потому что вы понимаете, что если вы не будете бороться за себя или за своих близких, вы просто в этом всем утонете. Вы становитесь искрой некой революции, которая постепенно начинает угасать, потому что все ваши поступки и все ваши действия по итогу затмевают вашу душу. И все кресты, все горгульи, которые смотрят на вас на вершине этих зданий, в какой-то момент станут символом вашего неизбежного рока. Собственно, если говорить конкретно про эстетику и что из себя в целом художественно представляет готик-панк, я люблю приводить в пример от двух конкретных персонажей из комиксов. Это, собственно, Спаун и Бэтмен. Для кого-то пример может быть комичным, однако он очень точный, практически в яблочко, я бы сказал. Потому что в них присутствуют все элементы готик-панка. Бандитизм и постоянная коррупция.
Нет никакого порядка, который как-то бы не злоупотреблялся или как-то бы не обходился. Э, Полиция — это лишь условность или очередная, по сути, преступная группировка, которая вершит тираничную власть по отношению к гражданам. Есть различные мистические организации и общества, в которые вы находите себе новый порядок, новую жизнь. Но точно так же они пытаются вам навязать какую-то точку зрения. В связи с чем личные панковые общества и, в принципе, такое настроение панка неизбежно. Потому что ты в какой-то момент хочешь почувствовать себя просто собой, не каким-то очередным винтиком в этой системе и в этом всем ужасе и мраке, который царит вокруг. И, собственно, Спаун и Бэтмен это вполне себе хорошо отражают, вот как персонажи, и всю вот эту религиозную эстетику в том числе, потому что в готик-панке еще важны как раз-таки э, архитектурные элементы. Собственно, сама готика, которая практически полностью сохранилась в современном сеттинге готик-панка. Ну, относительно современном. Все-таки книги были написаны в 90-е годы и описывались те же реалии. Э, Вот. Серию готик-панка на самом деле вы могли наблюдать много где. Даже в самих иллюстрациях книг Старого мира тьмы. Это различные темные полутона, даже глубокие тени. Это монументальные готичные здания с довольно старой и такой дряблой и трескавшейся архитектурой. Вы все это видели в том или ином произведении на схожие, на схожие темы. В готик-панке очень много гротеска, можно сказать. Персонажи здесь соответствующие. Они тоже гротескные. Они далеко не приземленные. Да, у вас есть личная драма, у вас есть личная битва, но практически всегда вы являетесь таким героем, в кавычках. Скорее даже антигероем или даже антизлодеем. Что же насчет «Хроник тьмы»? Чем они отличаются в плане сеттинга и тем и настроения? «Хроники тьмы» — это современная готика. Это темный мегаполис, в котором каждый закоулок — это зловещая тайна. Вы вы очередной прохожий, который живет в неосознанном состоянии потенциальной жертвы. Вчера ваш сосед избил свою жену, как раны на лице женщины напоминали порезы когтей. Вас же внутри все время борется страх и любопытство. Нередко мистика оказывается банальной человеческой жестокостью. Этот чиновник приносит жертву демону, либо же он просто псих, что получает извращенное удовольствие от страданий. Мир вокруг вас сплошная тайна и каменные джунгли, в которых вы можете затеряться. Иногда вы возвращаетесь уже иными. Вы никогда не будете прежними, но прежними остаются две роли в этом мире. Охотник и добыча. И, к вашему сожалению, эти роли всегда меняются. Хотел бы я привести, на самом деле, аналогичные примеры, что и со Спауном и Бэтменом, но здесь и кроется главный нюанс настроения тьмы и его тем. Дело в том, что э, они стали более обширными в этом плане, более абстрактными. В них появилось больше полутонов, меньше гротеск, в связи с чем довольно-таки трудно привести какой-то конкретный пример из произведений. Но я, тем не менее, попытался найти. Например, это настоящий детектив из самого сказуемого. Или, например, если брать какой-то пример из персонажей конкретных, это будет также Бэтмен, что иронично. Но уже с видением Кристофера Нолана. В виде Бэтмена начала и Темного рыцаря. Там показана как раз-таки очень хорошо современная готика. Более, более приземленный город. Да, там действительно мегаполис, там высотные здания, те самые подавляющие небоскребы, но они более технологичные, они более серые, они менее гротескные. В принципе, что-то подобное можно было бы увидеть в нашем реальном мире. Э, Не такое карикатурно-мультяшное. Э, Сам по себе Бэтмен, он тоже стал менее героичным. Он скорее стал таким травмированным ребенком, который надел на себя армейский костюм и бронемобиль, в котором он мчится, и чтобы защитить людей Готэма. Вот. И, и, в принципе, в этих фильмах больше раскрывается не какой-то героизм, а скорее вот личная драма персонажа. И, и не только его, но и окружающих.
То есть показывают, как мир в целом влияет и меняет людей вокруг, и как размывается, даже, казалось бы, в супергеройском кино, границы между добром и злом, что есть вообще герой, что есть вообще злодей. И это, собственно, главное отличие от старого мира тьмы. Это более приземленный мир с меньшим гротеском и некая загадочность, то есть больше упор на мистику. Даже возьмем того же Джокера из, допустим, этого же Бэтмена, Темного рыцаря. Он выглядит как этакая стихия, как некий мистический вестник и посланник хаоса. И тем не менее, это обычный человек. Это просто маньяк, который делает то, что делает. И все это понимают. И тем не менее, все еще есть такое какое-то магическое мышление в его сторону. Что-то необычное, что-то сверхъестественное. Э, И хроники действительно про это. То есть размывание, в принципе, каких-либо границ. От того, что есть естественным и неестественным, что есть добро, а что есть зло, что есть герой, а что есть злодей. И больше вопросов в сторону некой экзистенциальности. Э, Зачем я вообще есть, зачем я существую, и как я вообще должен вот выживать в этом загадочном и довольно-таки мрачном мире вокруг нас. И это ключевые различия между тоном и темами этих сеттингов. Теперь же поговорим, за кого нам предстоит играть в этом мире современной готики. В отличие от старого мира тьмы, который изначально писался и задумывался как игра за какую-либо нечисть, хроники тьмы пошли по совершенно другому пути. Это на самом деле напрашивалось довольно-таки давно. Я говорю конкретно за истории абсолютно обычных людей, которые выживают в этом злачном и мрачном мире. И хроники как раз-таки про это. Вам в первую очередь то книга первой редакции, что новая книга 2014 года «Хроники тьмы» вам предлагает в первую очередь играть за обычного человека, который попал в ту или иную мистическую историю. Э, И, в принципе, эти истории, они как раз-таки довольно абстрактные. Они вообще не должны быть связаны даже с какой-либо линейкой или лором, или еще чем-либо другим. Это могут быть очень личные истории и довольно-таки приземленные, как, допустим, мать, которая потеряла своего 14-летнего сына, который затерялся где-то в лесах, и она просто его ищет. Это может быть недавно разведенный муж, который вот только подписал все документы, вышел из бюро, и его тут же начала соблазнять какая-то красотка, мистические, вот, какими-то вайбами и ощущением, из чего он испытывает одновременно и страх, и возбуждение. Э, То есть очень такие вот абстрактные истории, мистические. Э, Из-за чего люди на самом деле разделились на два лагеря. То есть те, кому это прям понравилось, что хроники стали более абстрактными, более приземленными, а кому-то наоборот не понравилось, что они ушли от вот этих глобальных организаций, от глубокого лора, где есть множество всяких линеек, всяких монстрятин, чудовищ, и этого всего больше нет. Э, Однако не совсем. Все же, если бы этого всего не было, хроники бы так долго не продержались. Э, И в какой-то момент мы все-таки встретили так называемых иных созданий. Многие из них вам уже довольно-таки давно знакомы, те, кто ознакомлен с старым миром тьмы в виде сородичей или оборотней или пробужденных. Э, Однако они раскрыты уже с более личной, с более тонкой и глубокой стороны. И чаще всего они являются, по сути, в каком-то смысле попаданцами или жертвами обстоятельств. К примеру, загадочный, но очаровательный незнакомец отведет тебе в настоящую страну чудес, где ты увидишь множество своих воплощенных желаний. Царит просто хаос звуков в виде различных бабочек, скрепа деревьев и множество терниев. Ты будто действительно попал в такую Алису в стране чудес от знаменитого автора. Точно так же девушка, предположим,
из клуба очарует тебя одним движением пальца, отведя в приватную комнату. Или, допустим, даже не будет никакого медиатора. Просто ты большую часть своей жизни или юношества чувствовал странное жжение в своей груди, и шепот окружения сводил тебя с ума, побуждая что-то неестественное, что-то дикое, непонятное. Никогда этого не чувствовал ранее. И с каждым годом оно все усиливалось и усиливалось. В качестве кульминации ты наконец меняешься. В первом случае ты пробуждаешься с полной потерей памяти. То, что ты видишь перед собой, это гигантскую руку с синими пальцами вместо своей ладони. Вся твоя одежда полностью превратилась в лохмотья. Ты изранен рваными ранами. Ты видишь даже в отражении не свое человеческое лицо, а какого-то одноглазого огра. И при этом люди, которые проходят мимо тебя, они просто смотрят на тебя как на сумасшедшего, а не как на какое-то чудовище, которое только что появилось из ниоткуда. Во втором случае ты пробуждаешься с прокусанной шеей, такой, той самой очаровательной красотки, которая тебя заманила с собой. И при этом тоже не помнишь, что с тобой произошло, только багровую темноту, которая тебя захлестнула в момент сладострастия. Даже сейчас ты напуган, но в то же время чувствуешь какое-то невероятное блаженство. И при этом не чувствуешь ни единого биения сердца твоего. В третьем же случае ты паешься где-то в переулке, с окровавленными лапами, скорее, чем руками. Потому что ты видишь гигантские когти вместо своих ногтей. Э, Ты пугаешься не самой картины, что удивительно по себе. Множество кишок и разуроченных людей вокруг тебя. Ты больше боишься, чем ты стал в этот момент. И почему ты ничего не помнил, как ты всех их раскромсал на кусочки. И все, что тебя волнует сейчас, это твои внутренние инстинкты, которые только усилились. Теперь ты хочешь бежать, ты хочешь скрываться, ты хочешь охотиться. И эти ощущения теперь стали твоими определяющими. Соответственно, все иные существа, как их в целом называют в хрониках, the other, э, они, э, они довольно-таки локальные. Они больше не какие-то глобальные организации, как, например, вампирская комарилья в Старом мире тьмы или множество племен в случае оборотней. Теперь это скорее такие общины, которых достаточно много, чтобы иметь какую-то организацию. У них действительно все еще есть своя история, свои традиции, свои тоже организации. Однако они больше не имеют такого размаха. Это всегда персональная история конкретных чудовищ, за которых вы играете. И больше акцент сделан как раз-таки на их личную драму. И как-то по итогу проявлено, мы теперь и обсудим, собственно, саму драму и как работает наш механизм в этих самых хрониках. Дело в том, что стоит еще уточнить основы самого по себе сторителлера. Его любят различные мастера вводить очень по-разному. Многие любят обсуждать именно механическую часть, многие любят, наоборот, свергать механику и больше уделять время истории. Однако оба не совсем правы, как мне кажется. Дело в том, что Storyteller сам по себе, вне зависимости, это Старый мир тьмы или Хроники тьмы, он действительно в первую очередь про историю. Однако он не отвергает механику. У него единственное золотое правило. Если механика мешает истории, тогда ты можешь ее либо упростить, либо и вовсе выбросить. Если конкретно в этой сцене, в этой ситуации она не нужна. Но это не говорит, что ее стоит отвергать вовсе. И Хрониках на самом деле довольно-таки много вот этой части уделяется времени в том плане, что многие механики здесь, они на самом деле опциональны, на что часто забывают. То есть я их, например, делю на два типа. То есть ключевые механики, которые стоит все-таки чаще всего использовать, и механики, которые можно проигнорировать в связи с темпом сцены. То есть я, по крайней мере, как мастер, больше всего времени уделяю время темпу, режиссуре. Вот, и механика может этот самый темп сбить. Или наоборот усилить, в зависимости от, опять-таки, самой по себе сцены. Вот. Тогда вот начнем сверху вниз, с ключевых механик и не столь ключевых. Э, Начнем, собственно, с якорей и морали персонажей. Э, что это, собственно, такое?
Якори — это то, что в старом мире тьмы называлось натурой, то есть некая характерная черта персонажа, вот его характер сам по себе, который, в общем, описывался вот одним словом. Будь это бон виват, будь это архитектор, брат и все такое. Здесь теперь практически всегда, вне зависимости от линейки, да, насчет этого уточню, чуть не забыл. Чем хороши хроники в плане механики? Здесь механика стала универсальной для всех. То есть вот синяя книга, вы ее прочитали, и, по сути, вы прочитали 50% любой другой линейки. То есть остальные линейки, они скорее являются дополнением к этой самой базовой синей книге. А допустим, какой-нибудь Storyteller's Handbook ДНД пятой редакции. То есть достаточно прочитать вот эту базовую книгу Chronicles of Darkness или World of Darkness, в зависимости от редакции. И все. В принципе, вы можете играть. Далее, если вы хотите, допустим, поиграть за вампира, за оборотня, за мага, просто дочитывайте нужные вам правила, связанные с этими линейками, и все. Вы, в принципе, готовы играть дальше. Больше нет различных сочтений, различных радикально отличающихся черт персонажей. Плюс-минус все универсально. И то же самое как раз-таки с якорями и моралью. Вот. У каждого персонажа, собственно, есть эти характеристики. Собственно, что такое якорь? Как я начинал, да, это характерные черты персонажа, его характер, его составляющие. Если приводить пример, то у обычных людей он делится, предположим, на добродетель и рок. Добродетель — это точка его силы, это какая-то сильная черта персонажа, его катарсис. Момент, когда он чувствует, что он сделал все правильно, что он сделал все не ради себя, вот, а ради чего-то большего. Не обязательно ради человека, а, возможно, какой-то идеи, какой-то миссии, какой-то цели, что он ставит выше себя. В случае Шипорока все абсолютно противоположная ситуация. Это как раз-таки некий эгоизм персонажа, его момент слабости, когда он пытается себя присытить какими-то мелкими увлечениями или малым удовлетворением. Это может быть как и какая-нибудь зависимость, так и какая-нибудь просто вредная привычка или вредная черта характера, которая могла бы подвергнуть его опасности, но ее довольно легко удовлетворить для этого персонажа. Плюс-минус с разными, конечно, моментами, с разными триггерами. Все работает аналогично для каждого персонажа в «Хрониках тьмы». Тачстоуны. Их придумали как раз-таки «Хроники тьмы». Тачстоуны являются, собственно, опорой персонажа. То есть то, что дает ему каких-либо моральных сил или моральной устойчивости, вопреки этому злачному и мрачному миру, который пытается его пересилить. Они могут быть как материальными, так и нематериальными. Это может быть вообще что угодно, в зависимости от того, что подразумевается под тачстоуном в той или иной линейке. К примеру, у обычных людей тоже могут быть тачстоуны с оговорками, и они будут вот как раз-таки довольно-таки предсказуемы. Это может быть любимая игрушка из детства, это может быть медальон вашей матери, это может быть кто-то, даже сама ваша мать. Э, То есть что угодно, что удерживает вашу мораль, потому что есть ради чего жить. И это дают различные механические бонусы. Теперь мораль, как раз-таки. Я их решил объединить просто в одно, потому что они с друг другом взаимосвязаны. Мораль персонажей, во-первых, имеется практически всегда, в каждой линейке. У той и иной линейки есть своя мораль, которая отражает некую психологию персонажа. То есть в случае людей эта мораль будет, например, называться целостью, а наша integrity в оригинале. Почему вот настолько абстрактное название? Есть очень важная причина. Потому что это одновременно и рассудок персонажа, это одновременно и его моральное состояние, то есть в том смысле, что насколько он отошел от моральных норм, как собственных, так и общества. И в то же время это целостность его души. Как, собственно, персонажи теряют свою характеристику этой самой целости, которая точно так же оценивается от 1 до 10. Это так называемые переломные моменты. Это моменты некой драмы для персонажа. Не обязательно это что-то для него сколько травмирующее, а сколько вот именно что-то переломное. Когда он понимает, что что-то внутри него надломилось, что внутри в него поменялось, что-то, что больше не оставит его никогда прежним. И насколько это на него повлияет, как раз-таки определяется броском. И практически всегда, даже если бросок был успешен, персонаж все еще что-то ощущает, он все еще чувствует это бурление внутри себя. И поэтому и игрокам, и мастеру важно это все и до игры, и во время игры прорабатывать. То есть как себя ощущает персонаж, как он себя ведет, как он вообще должен в теории отыгрываться и так далее. И все инструменты для этого есть. Далее, механикам. Статусные эффекты.
В старом мире тьмы, в принципе, они тоже имелись в том или ином виде. Просто они не имели какого-то конкретного названия. Они не имели какой-то конкретной механики или абзаца, который их как-то описывал. В случае хроник они теперь являются отдельной механикой. И эти статусные эффекты, по сути, делятся на два типа. Первый тип, самый базовый, самый простой, это так называемые, они же тильты, тильтс. Это вот больше вот классические статусные эффекты из, допустим, тех же видеоигр или того же ТНТ. То есть, допустим, ваш персонаж горит, у него тильт в огне. Ваш персонаж кровоточит, у него не состояние, а тильт кровотечения и так далее. И обычно тильты, они могут длиться довольно-таки долго, но обычно касается конкретно экшн-сцен. То есть где время уже считается не по сценам или главам или историям, а уже по ходам. И там тильты имеют большее значение. И обычно, когда экшн-сцена заканчивается, эти тильты либо пропадают, либо превращаются в кондишены. Кондишены. Что это такое? Они же состояния, если переводить. Состояние — это уже какие-либо длительные эффекты, что влияет на персонажа. Они являются... э, они могут уже быть не только физическими или ментальными, то есть какими-либо помехами. Они вполне себе могут быть даже позитивными. Например, вдохновение или стремление и все такое. Э, И они вот уже являются более абстрактными какими-то состояниями. Потому что, например, если кто-то надавил на персонажа социально или как-то его шантажирует, персонаж может в связи с этим получить состояние шантаж или давление. Или, к примеру, персонаж, вот, допустим, как раз-таки после переломного момента ощутил некий страх вот перед тем, что он вообще сотворил. Перед тем, что могло бы, в принципе, с ним произойти, если бы вот-вот это бы все произошло. Он может получить, например, состояние напуганный или шейкен. Еще фишка состояния в том, что они нередко именно что нарративные. Они могут вообще даже не давать тебе какого-либо механического эффекта, или либо преимущества, либо штрафа. Они предполагают, что ты именно что будешь их отыгрывать. К примеру, есть такое состояние, как, например, в ужасе или frightened. Это уже, можно сказать, прокачанная версия напуганного. И там нет никакой механики. Там все, что говорится, что ты в ужасе от какого-то явления или от какого-то человека или объекта, и все, что ты хочешь, это держаться как можно дальше от него вот, или сбежать в ужасе. Какая вообще есть мотивация отыгрывать эти самые состояния? Вот, например, есть такой игрок, который принципиально такой, ну, вот механики никакой нет, я не хочу это отыгрывать. Дело в том, что когда ты разрешаешь эти самые состояния, ты получаешь грехи, питы. И это, по сути, мотивирует игрока как раз-таки эти состояния отыгрывать. То есть, например, опять-таки, в случае напуганного, точнее, в ужасе, состояние в ужасе, у него условие разрешения, чтобы получить веху, это сбежать в ужасе, собственно. Ты видишь перед собой какое-то страшное чудовище, и ты просто разворачиваешься и бежишь как можно дальше. Ты разрешаешь состояние, потому что ты убежал от чудовища, и тебе это состояние больше не вредит. Однако это может навредить твоим напарникам, которым приходится с этим чудовищем теперь сражаться в одиночку. Почти всегда кондишены правильно на том, чтобы показывать драму в сцене или среди персонажей. Далее, теперь поговорим об опыте. Как раз-таки об этих самых вехах. Они как раз-таки, я их иногда люблю назвать как драма-поинты. Очки драмы, потому что практически всегда они как раз-таки за нее и зарабатываются. Потому что за что зарабатываются, собственно, вехи эти самые? Они зарабатываются, когда ты получаешь критический урон, то есть на последних трех клеточках, как вот в старом мире тьмы было. Когда ты получаешь переломный момент, когда ты сдаешься перед противником, тут тоже есть такая механика. Э, Когда ты тоже делаешь, когда ты как раз-таки выполняешь кондишн, то есть выполняешь какое-либо драматическое действие. Или тут есть, например, механика в виде аспирейшенов, то есть и цели, которые себе задает персонаж перед игрой. Э, И если он их выполняет во время игры, то в конце партии он тоже получает веху, бит. Когда эти вехи складываются в 5, собственно, в количество 5, из этого получается один опыт. И за опыт уже можно приобретать те или иные характеристики и улучшать персонажа. Вот. То есть в Хрониках Тьмы вся прогрессия персонажа не зависит от того, насколько он опытный в плане именно что какого-то обучения. Игрок заявляет мастеру, вот я учу дисциплину, или там я вот учу там скилл стрельбы и все такое. Этого будет недостаточно. Мастер может сказать, что окей, у тебя будет оправдание для дальнейшей прокачки вот следующей точки,
Однако, ну, тебе все еще нужна драма, тебе все еще нужно отыгрывать персонажа, тебе все еще нужно, чтобы сюжет двигался. И как бы без вот этого движения ты ничего, собственно, и в себе не прокачаешь. Начнем с самого интересного. Для многих, собственно, боевка. Он на самом деле очень похож на старый мир тьмы. Тоже инициатива, тоже ходим, ходим, передаем ход друг другу, вот, и тоже у каждого есть свои маневры. Однако важное отличие хроник от старого мира тьмы. Все, практически все, теперь делается одним броском. Одно действие, один бросок. Все штрафы, сложности, это все теперь изначально накладывается на бросок, если есть какие-то препятствия для этого. И это касается практически любой ситуации в хрониках. То есть, если взять, например, социальное маневрирование, это уже механика под длительный социальный энкаунтер. То есть, когда сцена предполагает, что вот ты не убедишь персонажа вот просто так, вот в этом же моменте. Нет, тебе нужно его как-то вот именно что приворожить, вот как-то заслужить его доверие. И есть под это отдельная механика, чтобы постепенно, с каждым днем или с каждым часом, в зависимости от ситуации, убеждать персонажа сделать то, что ты хочешь. Есть, например, погоня, где точно так же и уже производится больше бросков, что это такая тоже, по сути, боевка в плане экшена, тоже вот все поделено на ходы, вот, но вот здесь вы именно за друг другом гонитесь. И при этом все выставляется так, что с точки зрения динамики, то цели все время меняются. Тебе все время нужно делать новый бросок. Вот сейчас вы гонитесь где-нибудь на базаре, а теперь вы прыгаете по крышам. Нужен теперь новый бросок. И на это, собственно, рассчитан погоня, чтобы создать эту динамику. Точно так же с расследованием. Это не просто какой-то спам броска расследования на каждую ситуацию. Нет, теперь каждый персонаж может использовать свой навык, чтобы сделать какой-то вклад в находки нужной улики, которая, в свою очередь, приведет тебя к определенному моменту в истории или приведет к другой улике. И по итогу, складывая эти улики, вы наконец добьетесь своего. Но самое главное во всем этом, обо всем, что я рассказал, что вот эти вот драматические системы, вот только не считая ключевых, которые в виде якорей, битов, состояний и прочего, это все не обязательно. Это все игнорируется. Даже та же боевка, когда, допустим, это касается каких-то просто местной гопоты, которая, вот, допустим, нарвалась на вашего вампира. Или, допустим, это массовая боевка. Есть отдельное правило, которое говорит: вы делаете оппозитный бросок, то есть они делают свой бросок, ты делаешь свой бросок. Вы смотрите на разницу, у кого успехов больше, тот, собственно, описывает, как он их побеждает, как он справляется с этой ситуацией, конец. Все рассчитано на динамику. Не обязательно везде использовать социальное маневрирование, если оно неуместно. Не обязательно использовать погоню, если на данной сцене неуместно, если это какая-то короткая просто пробежка с каким-то персонажем. Не обязательно использовать расследование каждый раз, когда идет реальное расследование в игре. Это именно рассчитано на длительные пазлы, которые ты должен собирать. То есть всегда мастеру и игрокам нужно понимать, зачем нам конкретно эта механика в данной сцене. Если она в сцене это не нужна, вы ее просто не используете. И, к сожалению, этот сеттинг теперь закрыт и, скорее всего, больше не вернется. Однако сам факт, что они стали прародителями вот многих концептов, механик для пятой редакции. Люди довольно продолжительное время в них играли, пока, собственно, не вышло 20-е переиздание и более новые книги старого Мира Тьмы. То есть людям сеттинг запомнился, он стал основополагающим во множестве моментов и дал нам довольно-таки много историй и иной, что самое главное, взгляд на знакомые нам линейки тех или иных сверхъестественных созданий. И даже сейчас, если, например, вам надоело играть в Маскарад в классическом мире тьмы, можно поиграть в Маскарад уже в Реквиеме, скорее так называемый Данс Макабры, как называют его местные сородичи. Можно на этом и закончить. Спасибо. Это во-первых. Всегда Во-вторых, пожалуйста. хотелось бы так немножечко подвести итоги, наверное, чтобы народ не путался. Можешь ли сказать по названиям, да, «Старый мир тьмы» — это понятно. Это версия 1, 2, 3. И, получается, в него же потом докинулась 4. А Новый четвертый мир тьмы.
условно, он же называется «Новый мир тьмы», он же называется «Хроники тьмы». И я так понимаю, «Реквием» — это то же самое? Реквием, да, это и «Новый мир тьмы», и «Хроники тьмы». Просто «Хроники тьмы» — это вторая редакция, проще говоря. То есть, типа, «Новый мир тьмы» — это первая редакция, «Хроники тьмы» — это вторая редакция, если вот так вот упрощать словесно. Есть ли какая-то значительная разница? Значительно нет. Скорее, просто обновляют Как правила. тройка, четверка? Именно так, очень похоже, как я сказал. Но, в принципе, изначально и «Новый мир тьмы», они были довольно-таки тоже абстрактные. То есть они позволяли делать довольно-таки локальные истории все еще. Мгм. То есть, получается, если у нас были версии разные, получается, сначала была первая, вторая, третья ревайз, потом, если я правильно помню, были как раз «Новый мир тьмы», потом четверка. Или в другом порядке? Собственно, по порядку. С 90-х годов до 2004 были первая редакция, вторая редакция Revised. Мгм. Потом, когда случился внутриигровой конец света, Revised закрыли. Больше ничего не выходило по Revised. Потом начал выходить так называемый World of Darkness, то есть некое такое переиначивание. Потом его, чтобы не путаться, фанаты обозвали New World of Darkness, новый мир тьмы. Это происходило до 2010-го. Вот, не было никаких двадцаток, не было ничего. И в итоге Ониксы говорят: ребят, мы теперь можем делать книги на заказ. Что вы хотите, чтобы мы издали? Ребята говорят, что хотим возвращения Старого Мира Тьмы. И вот так появилась 20-я редакция. Вот. После 20-й редакции Ониксов купили Paradox Interactive и сказали, что вот хотим переиздать вот Новый Мир Тьмы в Хроники Тьмы. И, собственно, их переименовали. Чтобы не путаться с 20-й редакцией, потому что Paradox уже начали задумываться над тем, что вот Хроники никому не нужны, это вообще э, лишний сеттинг, лишняя линейка, будем вот больше концентрироваться на Старом Мире Тьмы. Вот. И вот так вот, пока не появилась 5-я редакция. Вот. Это вот так. Вторая версия, вот которая «Реквием», она вышла примерно между чем и чем? Она вышла Как ты вместе с знаешь? Хрониками Тьмы. Это все вторая Прям редакция. вместе. Да, Окей. это все выходило вместе, да, параллельно. Минус. Да, да, получается, первая, вторая, третья — это ревайз. Потом, получается, «Хроники тьмы», они же «Новый мир тьмы». Вместе с ними чуть, я так понимаю, чуть сразу или прям чуть позже? Плюс-минус год. То есть, типа, оно параллельно вот каждый год Мгм. выходило. Выходит Как потом происходило, да. «Реквием», потом выходит юбилей 20-летия ВТМ, четвертая редакция, она же, и потом пятерочка. Потом вторая редакция Реквиема, а потом уже пятерочка. Ага, понял. Хорошо, тогда с этим разобрались. Вот тут есть вопросик. Какие линейки есть помимо вампиров в «Хрониках тьмы» и в чем существенное различие от линеек мира тьмы, старого мира тьмы, я так понимаю? Ой, ну, я честно скажу, если перечислять все различия, то это можно делать отдельную лекцию, но я постараюсь очень кратко пробежаться. Во-первых, помимо вампиров, есть практически вся большая тройка, так называемая. То есть маги, есть оборотни, есть, помимо большой тройки, подменыши, есть, кто еще был в Старом Мире Тьмы, я не могу вспомнить. Демоны, Демоны, да, вполне себе, но я их молнии, призраки. Призраки тоже есть, в хрониках, но, есть очень важное уточнение по поводу этих линеек, по поводу демонов и гайстов. Призраков, забегая вперед. Дело в том, что да, демоны в хрониках настолько радикально отличаются от старых демонов, что я их скорее записываю в новую линейку. Вот, потому что, сама их суть, в принципе, отличается, и сама тематика, и сам жанр даже. Вот, в случае же призраков аналогично. То есть там вы уже играете не за призрака, а за некого такого гибрида обычного человека и призрака. Даже вот не за какого-то вот этого Райзена, так называемого, то есть призрака, который вот вернулся в свое тело и теперь живет в нем, медленно гния. Вот. А именно человек, который заключил сделку вот с крутым призраком, таким мощным призраком, и теперь вот существует вот в этом мире, вот ища себе развлечения. Но про это самое развлечение, опять-таки, если кто-то задаст вопрос, уточню. Вот, ну как-то вот так вот. Помимо этих линеек есть новые абсолютно линейки, которые есть только в Хрониках Тьмы. Это Прометиды, это такие Франкенштейны, которые созданы неким божественным пламенем, который является древней алхимией, которую открыли люди. Э, это, это бесты.
Да, о которых многие наслышаны, но опять-таки, если кто-то задаст вопрос, могу уточнить по их поводу. Это некие мифические твари, можно сказать. То есть это люди, в которых селился древний кошмар. То есть в виде, допустим, какой-нибудь медузы Горгоны или великана, или какого-нибудь даже в стиле Ктулху монстра. И теперь, по сути, человек является таким медиатором вот этого кошмара и материальным миром. Вот. О, Вот. запахло этим, как он, городскими легендами, забыла, как они называются, Shadows. Что-то Ше- там. Город туманов еще есть похожий такой. Да-да-да, вот, Гордон Туманов. Да, оно по сути очень похоже, это очень схожие идеи вот в эту сторону. Просто какая-то бесты, они какие-то про кошмары. То есть ты этакий скорее Фредди Крюгер. Вот. А что насчет охотников? Охотники есть, да, и чисто по моему мнению, мне кажется, что это лучшие охотники, в принципе, вообще везде. Потому что это обычные люди. Это обычные люди, но с обновленными правилами и с большим количеством опций для игры. То есть охотникам добавили тактики, охотникам добавили обновленную мораль. Это, по сути, та же целость, про которую я упоминал, только вот с элементами некого кодекса охотников. То есть охотники теперь придут некий кодекс своей организации. Ну и сами организации, которые вот в своем разнообразии просто играй за что угодно. Играй за полукровку демона, играй за каких-нибудь алхимиков-наркоманов, играй за ученых, которые даже на сверхъестественное не охотятся, они его просто изучают. Играй за хакеров, которые хотят обнажить сверхъестественное. То есть, типа, столько опций, что, ну, я считаю, что это лучшие охотники вообще, какие были, в принципе, созданы. Спасибо, что пришел, спасибо за лекцию. Было Да, познавательно, я в целом, ну, в общем, эту часть «Мира тьмы» не трогала. Вот, интересно было послушать. А так, всем, кто слушает на Ютубе, подписывайтесь, заходите на Дискорд. Всегда чего-нибудь подбросим новенького. Или старенького. Всем спасибо. да, спасибо. Всем пока.